Ребятушки, всем салют! Если вы стоите, то я рекомендую вам сесть, взять чаек, потому что вот все то, что вы видите сзади меня, вся эта красота, и это еще не все, есть там еще кое-что. Это все сделал новый участник наш очередного видео. Он пока не хочет показываться в ролике, пока я. Но я вам буду его показывать так изредка, так сдалека, может быть. А потом к концу видео, возможно, вообще он будет впереди меня стоять. В общем, все это он сделал собственными ручками. Тут куча всего того, что вы нигде не видели. Вот до этого я вообще нигде не показывал. Это, знаете, вот человек, у которого руки растут с правильного места, еще вдобавок они еще дружат с головой. То есть настолько все здесь грамотно и продумано. Ну, реально, я нигде еще такого не видел. Вот знаете, как уровень повышается, повышается. Вот Виталик, ну я уже начинаю сдавать понемножку его. Вот это он все это делает. И те же фильтра внешники, он покупает их поломанные и делает их. То есть разбирает. Восстанавливаю. Вот. Уже голос подает, уже хорошо. Так что немножко терпения, и он появится в кадре. Ну, а как я говорил ранее, чаек, печеньки и поехали. Вот вам для затравочки, а то я все мелькал да мелькал, показываю, что тут есть. Это так бегло, чтобы вы понимали, что вы увидите. А то, что вы услышите и как это все сделано, ребят, я вам говорю, столько полезной информации вы получите сейчас, что вы ее никогда в таком количестве не встречали. Смотрите, какая красотень. И маленькие, и большие, и там, и тут. Какое у нас общее количество их? Ой, я не считал, Вась. Ну, мы будем с вами 2, вместе 3, считать. 4. Это у нас первый аквариум, который сейчас покажем. Сколько он литров? Где-то литров 250, где-то так, плюс-минус. Я не считал особо. Я делал просто с размера, который мне сюда подходит. Под тумбу уже, да? Ну да, была тумба, я ее переделал. Это совсем другая тумба была. Я ее сам переделал полностью. Делал отсек до фильтра, она была меньше. Что у нас здесь за рыба? По названиям особо все не знаю. Скажу тебе так. Покупал рыбу, читая в интернете и смотря цихлиды, которые многие люди, просто друзья отдавали, которые мне нравилось, покупал. Поэтому как бы рыба такая. И самы, и цихлитки. Там, там 4 сама, 2 вот этих вот черных, вот сам такой, и вон там второй. Второй, да. Да. Вот там вот в углу есть 2 касатки. Они там все время сидят, 2 касатки. И 2 платидаруса, вон смотри, Да, выглядывают. вижу платидорусы, да. Здесь 6 самов. Карпатский камень. Да, карпатский камень, коряга с этого винограда. Карпатский камень откуда? С Карпат. С Карпат? Ну, с Карпат. Да. У меня товарищ в Карпатах, и поэтому как бы присылает мне карпатский камень. Ребятушки, видите, вот этот аквариум Виталик клеил сам. Посмотрите, ну я думаю, так-то вы уже увидели, что тут все четенько, ровненько, швы посмотрите какие. Галтель там тоже вообще замечательно. А теперь смотрим наверх. Покровочные стекла, чистота, порядок, как и в аквариуме. Видите? А вот сейчас Виталик нам еще покажет, для чего же вот эти штучки. Ага, Кормить ребят. рыбку. Вот так вот, ребят. Видите, насколько грамотно. Стекла не бьются покровочные. Вам не надо каждый раз убирать полностью Вот, стекло. Оно Вообще, видите, оно все. Берите на заметку. Под внешник, видите, тут. И на второй стороне. Можно 2 поставить, можно на разную сторону ставить. Резал изначально, делал так. Ну, как универсальные, плюс вентиляция. Обслуживается все это. Это 1200. Пожалуйста. Даже тут у фильтра есть освещение. Круто. А вот обращаю ваше внимание на колодки. Ну, это обычные розетки Ну, накладные. Их Но только они там... 4 штуки. И вот Там 2 2, еще, да? ну это по 2 фильтра крайние, которые выключаются у меня с помощью выключателя. Ну, в дальнейшем Вася расскажет. Да, вот это очень А классная сзади штука. колодка, которая дополнительная, там стоят обогреватели, компрессора. 2 компрессора у меня спрятано во втором дне.
Вот там вот внизу. Вот там есть отсек Да, вижу. и спрятаны два компрессора. Один Шеба стоит, профессиональный, самый большой, и Тетра двухканальный, 400. Что Как- было с этим тетрой? С этой тетрой, с этой тетрой она текла везде, эта тетра была, и у нее текла кнопка быстрого запуска. Вылечил, подобрал манжетики на кнопку, все хорошо смазал, весь полностью механизм, как и на всех фильтрах, я перебираю сверху все эти переливные каналы, все посажено на аквариумный силикон плюс прокладки. То стоит внутренний фильтр для убирания взвеси в воде. Ну, чтобы всякую такую. Ну да, вот чтобы мелкую частицу. взвесь убирать, да, потому что это цихлиды, они и роются, так периодически ямки копают, и вообще большая рыба. Посмотрите, чистота и порядок. Далее, ребят, смотрите, светильник. Оп. Я вам показываю. Все, для тех, кто не знает, как себе светильник поставить, все на мебельной фурнитуре, прожектора. И смотрите, как грамотно. Куда провод уходит? Правильно, в мебельную фурнитуру. Видите, он спрятан с прожекторов. А далее, вот он пошел дальше туда на колодку. Чисто, чисто. Вот рядышком все чисто. Я когда у него спросил, как он держит в чистоте и чем он чистит стекла, я, честно говоря, был удивлен его ответом. Я вам чуть позже покажу и расскажу. Я думаю, что вы в таком же будете шоке. А сейчас, пожалуйста, обратите внимание на царапины, на то, как оно уже, знаете, такое вот затертое стекло бывает. Вот. Видите, тут все четенько. Прозрачные, особых там царапин нету. Ну, конечно, если Там- придираться вот такого Не, плана. ну есть минимальные царапины, это Минимальные. Ребятки, я даже вот продолжаю дальше вам показывать. Видите, я не порезался. То я до этого порезался, перемотал. А тут все. Все четенько. Как это делаешь? обычным камнем для точила с помощью воды и мелкого камня. Услышали? А я тут играюсь, видите? Раз. Все. Рыба его не подымет, потому что он прилипает на воде. Конденсат все равно есть и на воде прилипает. До этого ж сам все дошел. Да. Ни у кого такого я не видел. И я не видел. Ну, по соседству не меньше рыбехи, цихлитки, что-то Астрик решил Не, полежать. он отдыхает. А. Это у меня там лентяи они. Сейчас могу его пужнуть, Ну, он подымется. Я думаю, что он и так поднимется. А ну, вставай. Нет, он просто тупо отдыхает. Ну, просто, ребят, сейчас не было электричества, все было выключено, он решил отдохнуть. Да, у него они тихий просто- час, он думал уже ночь, поэтому решил поспать. Ну вот, кстати, вот, да, и хвалил и увидел черную бороду. Да, Видите? есть. Не Ну, спорю. Во всех водичка- аквариумах. Водичка вообще чистенькая. Дальше еще расскажем, как Виталик обслуживает, сколько времени на это тратится. Этот у нас сколько литров объем? 300 с чем-то тоже не мерил вас. У нас же есть рулетка, ребят. Мы зашли к нужным людям, ребят. Тут все есть, я вам дальше еще больше покажу. Метр высота, ширина 70 сантиметров, глубина 52. У кого там есть калькулятор под рукой? Вы давайте там. 350. Вот, пожалуйста. Жена Видите, посчитала. тут как хорошо, когда у жены в голове сразу такой циферки тык-тык-тык-тык, как калькулятор. Тут тоже прожектора на алюминиевой, да? Да, тут два выключателя. Вот один, вот второй есть выключатель. Но это как бы общий вид. Фита. Это два прожектора фита, это обычные. Это фита включается, это обычные. Но горят они у меня постоянно. Выключатели на всякий случай сделал. У меня все равно этими выключателями я не пользуюсь. Ну, мне захотелось, так я так сделал. Лишними не будет. Да, можно вот такой вот вид сделать. Чисто фита. Фита это, ну, для растений, да? Оно и Были для поставлены? растений, и для красоты, И для красной красоты. рыбы. Ага. Когда красная рыба, она стоит ярче. Попугай, конечно, вообще шикарный. Покупал их вот таких вот на птичьем рынке, Вася. Не поверишь, 5 сантиметров покупал. Вот это с последней партии я сначала купил одних, а потом вот эти вот два и вот этот. Ну, этот какой-то
дебилоидный остался, не растет ни хера. Эти нормальные два, а этот какой-то, ну, остался. Он шустрый, все нормально, но не растет. Ну, карлик, Ну, наверное. возможно, затянутый на рынке. Это при том, что вся рыбка на сухом корме, да? На сухом корме раз в неделю кормлю или креветкой, или мидиями замороженными. Но выглядит, посмотрите, как вообще шикарно. Ну, кроме того чуть-чуть маленького. Не, ну Всё. тут тоже хорошо выглядит, просто размерами маленький. Ну да, просто не вырос. Парчевый сидит. Да, их там 3 штуки. 3 парчевика и 2 штуки Второй? этих, платидароса. Вон. Ага, вижу. Вижу. Один и второй. И как раз самка и самец. Пытались не раститься в этом аквариуме. Даже так? Да. Вообще. То внутренний фильтр, он маленький, 500-й акварель, он качает сюда якобы фильтрофильтр, который я еще не сделал, но он будет. Ну, в будущем, Когда-то, да. Он качает сюда воду, но он у меня работает сейчас как наружный фильтр. Ну, дополнительный. Там за кустами еще есть, стоит турбо 1500. Турбофильтр 1500. Акварелевский, да? Акварелевский, да, который убирает взвесь. Вот это плавает, это не взвесь. Это воздух, который поднимается вон и распыляется, он там этим. Да, где флейта. Флейта да. распыляется, я специально так сделал, чтобы было больше насыщения кислорода. Воздух идет на флейту, а флейта его распыляет, и оно получается как будто взвесь. Но это не взвесь, вода тут чистая. Если я сейчас выключу компрессора, здесь не будет ничего, чистая прозрачная вода будет. Так тут видно, что она прозрачная, чистая. И плюс ко всему здесь стоит 405-й фривал, который обслуживает этот аквариум. Это вот, ребят, тот дальний. Дальний, вот он, вот этот вот большой, 405. Это от другого, 204. Немножко терпения и узнаете. Таймер стоит у меня на аксолотле. А детки их лунтиками. Лунтиками. Ну, да. фунтики, лунтики их Лунтиками, называют. да. Вот как они по условиям содержания. Скажу так, Сто- температурный режим, 4-5 лет я их держу уже. Вот я их покупал, 4, 2 беленькие, 2 черненьких. Но сразу же один умер, но он и был чахленький. Я забирал просто у человека последнего, он и чахленький такой, худой самый был. Он был никакой, спокойный такой, ну короче говоря, он Затянутый, изначально да, был такой. затянутый какой-то непонятно какой. Спокойно выдерживают температуру до 32 градусов. По крайней мере у меня этим летом было, сломался кондиционер, у меня 1,5 недели была температура где-то 30-32 градуса вода подымалась. Они выдержали свободно нормально. Но они очень сильно не любят большого течения воды, но они любят очень чистую воду. И кушают они. Я кормлю их только мотылем. Больше ничего они не едят. Что я им не пробовал давать? И червей пробовал давать, и сухой корм, ничего не берут. Только мотыли едят. С самого детства они у меня на мотыле. Они же еще замороченные в плане им вот внешних. Почему стоит? Потому что они очень сильно гадят. Вот такая маленькая штучка гадит, как большая черепаха. Которые вот рядышком. Ну вот, видите? И поэтому внутренний фильтр, он не убирает взвесь. И так как у них вода холодная, там бактерии не развиваются. И бактерии не поедают ничего, так как это происходит в разных аквариумах. Про заморочку расскажешь, как вот отключаешь фильтрацию, А, чтобы они У покушали? меня стоит, всю рыбу кормлю один раз в день, только вечером. Потому что по работе и тому подобное не получается у меня кормить. У меня не получается кормить несколько раз. Кормлю один раз в день, вся рыба приучена. Хитрый, я увидел, что он снимает меня. У меня кормлю обычно рыбу с 10 до 11 часов вечера. Ну, всех кормлю. С 10 до 11 вечера. У аксолотли для того, чтобы успокоиться, потому что сейчас там работает фильтр, естественно, какой-то ток воды есть. Для того, чтобы они успокоились и поняли, что сейчас их будут кормить, у меня через таймер выключается фильтр, выключается в 8 часов вечера. По таймеру. Он выключился за 2 часа до кормления. Они успокоились, начали быть резвыми, потом я их кормлю, и у меня фильтр в них включается в час ночи. Тоже по таймеру. Для Всё на того, чтобы они автомате, все да? скушали, потому что они медленно едят, чтобы все скушали и все нормально. Вода подменивается каждую неделю. Поскольку?
Честно сказать, меняю всю. Но у меня же фильтр остается Ну, старая да, вода. Я по-любому, фильтр не конечно. мою каждый день. Фильтр мою, ну, как минимум раз в полгода. Это не из-за того, что забитый. Стоит флейта, вот она. Да, Но флейта направленная вот сюда током. Она не направленная сюда. Она стоит направленная вверх, вправо. Как раз четко в угол. Ну вот сзади Да, видно ряд. видно, да. А заборная трубка стоит с этой стороны, в самом углу сзади. Мгм. Вон ее там видно, если присветить. Да, ее Вон. видно. Ну, вон она выходит. Здесь свет я могу регулировать. Ух ты. Ребят, вы же понимаете, да, что вот это все, что Вот. вы видите, это все сделано собственными руками. Посмотрите, нету ни солей жесткости, как все вообще грамотно везде порезано, склеено. Любо-дорого глянуть. Оксалода свет большой не нужен, поэтому у меня стоит притухание. Но у меня здесь свет может регулироваться пультом. Но выключается он по общему таймеру, который у меня работает на всех аквариумах. На общем положении, да? Да. По-современному. На И пульте. все. Ну и вот пульт. Да. Там стоит блочок по низу. 30 литров аквариум. Ну там 30 с гаком такое что-то. И еще обратите внимание на расстояние. Но это куда было расстояние, я использовал любое место по минимуму, потому что ну, куда рука влезла, вот, я рассчитал так расстояние, делал такой аквариум для того, чтобы мог залезть рукой до самого конца аквариума. Вот насколько у меня рука до самого конца пролазит, и то без покрова стекла, так она не пройдет. Чтобы я мог достать до трубок и помыть аквариум в середине, если мне это надо. Сколько уже аквариуму лет? Этому аквариуму где-то года 3, наверное, или 4. Ну, и аксолот, ну, тоже. Я запустил его и сразу купил аксолот. Я специально под них его делал. А лампа это? Это светодиодные полоски, сделаны они специально. Он стоит блок управления. Да, я вижу его. Вот блок управления. Вот значок, ну, пультом да? ловит, да. А блок питания стоит за тумбой. Что по этим фильтрам? Какие поломки были? Ну, по этим фильтрам у флювалов, как обычно, они текут, и сломанная ось, и ротор был, тарахтел. Все это было сделано, и верхнюю крышку переделывал для того, чтобы там проклеивал ее, пенкой проклеивал, чтобы она не тарахтела, потому что при работе верхняя крышка, вот эта вот сама крышка, вот это вот над самой головкой, там головка стоит, а это, ну, как бы просто крышечка. И вот она при работе, она тарахтит. Потому, а я ее здесь полностью внутри проклеивал пенкой, ну, подкладку, какую мы ложим под аквариум. И все ушло, И да? все, да, и шума нет. Ну, ты ж слышишь сейчас. Ну, вот сейчас фильтра работают. Вон, покажи, что он работает. Видно, ряб, все. Я в этой комнате сплю. Вот сейчас мы находимся здесь. Шум есть. При этом работает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 фильтров работает. Нам зрители напишут. Слышат ли они шум? Ну, я говорю просто сейчас, в этой комнате сейчас с этими аквариумами работает 9 фильтров наружных. Тишина. И 2 больших компрессора. Переходим теперь к этому стеллажу. Какая у него длина? Высота, вернее. Вась, не помню, где-то 1,70 м. Верхняя баночка, ну, где-то 120 литров, грубо говоря. За счет того, что она чуть-чуть уже, чем нижняя. Нижняя у меня банка по 102 литра. Нижняя банка. Верхняя банка больше. Почему? Потому что она чуть длиннее и она чуть шире. Если эти банки у меня получается 30-36, то эта банка у меня получается шириной 40. Она шире и длиннее. А по высоте, по-моему, такая же. Освещение, ребят, тут то же самое. Также вот мебельная фурнитура. Также тут светильники. И также там провод спрятан. Ну, видите. Обращаем внимание еще раз на швы. Все четенько. Видите, обклеено самоклеечкой. Ну, мне нравится вот так вот самоклейка, низ и верх я обклеиваю, чтобы не было края видно воды, а Да. снизу не было видно грязного грунта, который со временем будет. Ну, со временем он есть в любом аквариуме. Видите, тоже все четко, покровочные стекла. Все вырезано вообще. Тютелька в тютельку. Тут тоже цехлитки, барбусы. Кто тут еще у нас? Кто-то есть, который еще прячется? Да, самы есть
бабочка, анцитрус бабочка, белые и черные. Тут их сидит 8 штук, по-моему. А там должна быть белая, она всегда... Не, ее нет. Нету. Убежала, да. Перед Не, сном есть. Вон в углу она сидит. Вон беленькая сидит Да, вверху. да, видно. Видно ее. Вуалевая бабочка. Они так крылья расправляют свои плавники. Бабочка. Откуда камешки? Оттуда же. Да, все. А грунт? Не поверишь. Может, я не поверю, а зрители поверят. Покупал этот грунт у ребят, которые занимаются памятниками, которые выливают на кладбищах, что ставят крошка гранитная, ну обычная щебенка, только мелкая отсев. Покупал у них, они добавляют в памятник, когда делают памятники. Особой подкормки в этом грунте нету, ничего нету, просто насыпана вот эта мелкая щебень. Но я смотрю, во всех аквариумах Во всех, да. Практически... Ну да, 2-3 аквариума, где у меня мельче грунт и чуть другой. Да, да. Также присутствуют анубиасы, Да, папоротники. папоротники, гигрофила, да? Да. Это любимые растения или то, что остается? Нет, это те растения, которые, ну, кроме гидрофилы, это мне подарили гидрофилу. Я вообще люблю, когда сделал в аквариуме одна картинка, чтобы она была надолго. Не люблю прорывать, прорезать, там вот это все, не люблю. Я люблю, когда долго растет. Сделал картинку, и она у тебя долго. А, вон еще попугайчик есть. Ну да, это ж попугаи у меня здесь в основном Ну, все. да. Это ж не цихлиды, но только это попугай. Ну, я Голубой тигр он называет. его. пельвикохромиса он увидел просто. А, то один там есть попугайчик перверохромис. Здесь 2 черных барбуса, 1 алый барбус, 1 такой барбус, 2 еще какие-то там барбуса. Кормушечка. Да, кормушечка на андапочке, чтобы потоком не смывало. Ребят, видите, все до мелочей, все продумано. Она стоит все время на одном и том же месте. Вроде а бы так- кажется мелочь. И А так везде- ее лови, и да? здесь же так. А так она плавает по всему этому кормушку. А так как у меня покровые стекла, это мне придется поднимать все покровые стекла для того, чтобы ее поймать. Зачем А так оно надо приоткрыл, покормил, аквариумисту, да? Стекла вообще для аквариумов откуда? С разбитых витрин, со старых аквариумов, у кого-то где-то еще, со стеклопакетов с толстых. Где придется, там и беру стекла. Так как имею сам стеклорез, умею сам это резать, делать, покупаю клей и сам это все делаю. Да, я Обрезаю по своему размеру, шлифую вручную, насколько получается. Пленкой обклеиваю тоже сам. Пленку покупаю в эпицентре. Сзади фон клею тоже сам. На всех аквариумах у меня черный фон, я не люблю другого. тонировка, да? Обычная Да, автомобильная тонировка. Клею, приклеиваю. Ну, мне так больше нравится. Кому-то нравится синий, кому-то голубой, кому-то белый. Я люблю черный. У меня всё Обслуживается. черное. Наружным фильтром 1200 тетра. Что у него было за поломка? Все как всегда. Течи везде, где можно. У тетра, да? Да. И у этой тетры еще был нижний бак лопнувший. Люди мастили туда, подматывали под резинку, резинка текла, мотали там и фомку мотали, и нитку, и веревку. Насовывали еле-еле, чтобы не текло, и лопнул бак. Пришлось, искал долго фильтр, у которого нерабочая голова сгоревшая. Попался в интернете, купил, с 2 один сделал. Теперь работает, Да. радуешься. Ну уже 2 года он работает у меня. Еще ни разу, не, раз один мыл его за 2 года. А что по градусникам? Вот тот градусник электронный, это вот этот аквариум, средний градусник показывает этот аквариум, этот крайний градусник показывает тот аквариум температуру. То есть я вижу температуру всех аквариумов в электронном виде. Обогревателями пользуюсь фирменными. Какими? Тетра и GBL. Ниже не, да? Китай? Один единственный Китай, это у меня стоит вот здесь. Нет, и здесь, и у черепах. У черепах, потому что они его часто бьют. Уже покупал, я просто замахался туда покупать дорогие. И GBL туда бьют, они даже в пластмассовом корпусе бьют. Ну, какие монстры. Ну, они лезут, они срывают и бьют. И потому купил дешевый в пластмассовом корпусе, чтобы они Но новые. 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 Я БУ не беру. Сразу обращаю внимание ваше, ребят, на покровочные стекла. Почему 4? А зачем мне открывать все, если я вот открыл, накормил, закрыл.
Надо мне здесь что-то, допустим, флейта подзабилась, иголочкой прочистить или еще что-то. Вот открыл, закрыл, все. Плюс к этому, ко всему, у меня на этом одном единственном аквариуме стоит охлаждение в летний период. Он у меня, не знаю каким чудом, но один единственный аквариум со всех 15-14 греется больше всего в летний период. Хотя есть... Сам по себе. Ну, он греется, он самый больше греется. Этот аквариум нагревается летом. Все аквариумы по 24, по 25, он летом 30. Поэтому здесь я придумал для него охлаждение. Сейчас он достанет, покажет, а я вам пока показываю обитателя скалярочки. Балдеет. Вот какие вуалевые. Есть подрастающие. Грунт тот же. Да, грунт как и везде. Камень также карпатский. Анубиасы, папоротники. Да, все то же самое. Ого. Выскочило с головы, как растение это. Роголистник. Роголистник, да. У меня два вида роголистника. Посмотрите, какой мощный вообще. Они вроде бы и Пышный одинаковые. такой. Один такой с коричневым столом. Не знаю, как они правильно называются. Я тоже. Ну, вроде, как мне говорили, что их там 5 видов. Ну, у меня их два. Ну, вот этот прям такой пушистый, видно, такой здоровый растет. Вот стоит таймер. Он же температурный датчик. Вот сейчас здесь температура, та, которая в аквариуме. 24,1, 24,2. На летний период я снимаю это стекло. Ставлю такое стекло. С этого таймера разъем у меня. Вот он. Вот соединяю. И сверху ставятся два вентилятора. И вуаля. Все. Когда температура доходит до 25,5, он у меня включается. Эти два вентилятора включаются. Так как у меня стеклом закрыто все покровом, полностью охлаждается весь верх аквариума и выходит воздух сюда и сюда, в эти две дырки. Ну и плюс туда, где обогреватель торчит. Два вентилятора задувает, охлаждает, и при температуре 25 он выключается. Ага, ребятки. Как все продумано, да? Насколько все вот именно четенько. Ну то есть Я я нигде не его видел, не чтоб так включаю и за температурой заморочено. не смотрю. Оно само включается, само выключается. Вот что-то я как-то сразу не подумал. А обогреватель это специально так вот он вынесен вверх? Да. Это чтобы температуру Не как только. бы регулировать. А для чего? Потому что все провода имеют свойство перегинаться и вставать дубом. И в аквариуме ты с этим сталкивался, когда у конечно. тебя на фильтре Да, на да, каком-то да. лопнул. У меня он здесь будет хоть 10 лет стоять, и он будет провод мягкий. То есть у него норма до пластмасски, там есть уровень. Вот он у меня вставлен, тем более у меня есть здесь дырочка. Удобно и регулировать, удобно его обслуживать, и никогда не лопнет провод. И он там никому не мешает. Ребят, честно сказать, я не знал. Я даже не думал в эту сторону. Видите, еще один полезный совет. В общем, тут их... Хотя как его видите, можно много. опустить, он полностью Он заходит. будет дубить, да? Он просто будет провод дубить. Зачем? потом здесь он не переломается, мешает и в глаза не кидается. Вот даже... Не, ну в других аквариумах у меня стоит. Это здесь просто как бы так. В этом аквариуме так, в этом аквариуме так, у черепах также. А во всех остальных аквариумах у меня нету возможности просто его поднять, и поэтому они утоплены. Здесь вон стоит, вон обогреватель стоит в углу. Большой. Да, да, я я его вижу. не выведу, просто там куча трубок, куча шланочек выходит. Просто, ну, нет возможности его туда вытянуть. Ребят, ну вот напишите вот в комментариях, вот кто заморачивался, чтобы делать летний вариант, зимний вариант, вот кто-то такое делает, и чтобы вот так скрупулезно, тщательно вот это все вымерять, вырезать, ставить. Вот кто делал? Я лично вот у кого был, но чтоб именно так дотошно, ну я не видел ни у кого. Шлангочки разрезать, чтобы ничего нигде Ну, не шланочки это для шкарябало, того, не- что уголки металлические у меня, чтобы по металлу не Ну било. да, да. Это стоит упорчик, чтобы Чтоб не съехало. вентилятор сюда не съехал. И плюс, еще не только для этого. А ну. Это ж стекло должно чем-то держаться. Вон А, оно на да, 5 да. миллиметров дальше выходит и цепляется за это стекло. Ну что, если оно так само, оно может так перевернуться. А так оно у меня не перевернется, то есть упор. И вот стоит вентилятор. Вода на ней, ну, я поставил такой уголок для того, чтобы как можно минимум до воды, чтобы лучше охлаждение было. Ну и не сильно высоко, чтобы оно мимо не улетало. Рыба сюда не доплескивает, на вентилятор влага не попадает. Вентиляторы на подшипниках.
Вода туда не попадает, они не накрываются. Слава богу, эта система у меня уже работает, это уже сколько? Уже года 4, наверное, 5. Вентиляторы не менял до сих пор. На зимний период просто тупо клац, разъем снял, все. Стекло поменял. Можно не менять, кому не мешает. Мне, ну, как бы для красоты я меняю. Кто говорит, глаз мозоль, но оно ж Всё. не эстетично. Все. Ну а что касается, ребят, вот этих колодок. Я думаю, у каждого аквариумиста есть такие колодки, и вы там все включаете. Вы когда-нибудь заморачивались в последовательности, в какой они включены? Что вы включаете? Что к какому аквариуму относится? Почему я задаю такие вопросы? Потому что сейчас вот Виталик расскажет, как они устроены. Причем они устроены везде, что там, что здесь. Но они... На всех аквариумах. Да. Ну, минимум 4 розетки есть. Почему 4? Вот открой секрет. Верхний это обычная белорусская, ну сейчас нету, потому что война и, наверное, не будет, ну можно любую другую. Просто я подбирал, они тогда были в продаже, я их тогда покупал. У меня везде стоят белорусские, потому что я их покупал много, ну, на будущее, будем так говорить, с запасом. Всю жизнь живу с запасом, как наши старики жили. Верхняя это свет. Вторая колодка это фильтр. Эти две колодки для компрессоров, для обогревателей и тому подобное. Но в них есть небольшой секрет. Свет у меня выключается по таймеру. У меня здесь в колодке прервана сеть, за самой тумбой выведен провод до низу, и свет выключается у меня через таймер, вот который он стоит. Вот таймер, по которому выключается свет во всех аквариумах в доме, во всех, по одному таймеру. То есть на каждой колодке, на каждой, абсолютно на каждой, верхняя это у меня свет. Вторая фильтра. Фильтра тоже не совсем просто сделано. Тоже в середине разорвано. Выведенный отдельный кабель наружу туда, за тумбой, которого не видно. И у меня все фильтра выключаются вот. Выключателем одним все фильтра в доме выключаются. Все. Все до единого фильтра. Это сделано для того, что я не кормлю рыбу, так когда включены фильтра. Потому что фильтра разгоняют все это по аквариуму, муть, взвесь и тому подобное. Половину рыба его не съедает. Оно просто попадает и портит воду. Потом покормил, включил, и все фильтра у меня заработали и поехали. А сколько отключаешь фильтра? На час. Это хватает им покушать? Ну, где-то 40 минут, вот так вот где-то. И где-то в 10-15 минут 11 я выключаю, с тем макаром, что у меня в 11 выключается свет. В 11 вечера у меня выключается свет. Вот Автоматически оно ж не включается. не думал автоматически его включать, потому как автоматически я могу, когда я включаю, я вижу, какой фильтр забитый, не забитый, сработал, не сработал. Автоматически оно может включиться, может не включиться. Может где-то контакт на вилке пропал или еще что-то. И фильтр будет стоять на месте, а система будет запущена. Поэтому я включил, просмотрел, везде поток воды пошел, все нормально, все в порядке. Я специально не делал его на фильтре. Ну, на таймере фильтра, чтобы подключать. Ну, мне так лучше. Ну, ни разу инцидентов не было, Не да? было. Не, был забывал? один раз был? инцидент, да. Был у меня инцидент, у меня здесь стоял второй тетра, но сейчас я его уже отремонтировал, в котором было много мути, и у меня остановился ротор. То есть он не качал. Я включил и пошел, а когда прихожу, как был мутняк в аквариуме после кормления, так и остался. Смотрю, фильтр у меня не работает. Я его долго не мыл, вокруг ротора насобиралась грязь, и остановился ротор. При включении он просто не сработал. Если бы это было на таймере, я бы этого не заметил. А так я это увидел. Плавно переходя к черепахам, обращаю ваше внимание на вот этот стеллаж из металлического уголка. Уголок стоевой. Здесь труба 25 квадратная. А уголок? Он был 30-й, вот здесь вот срезанный. Для того, чтобы можно было как можно плотнее вставить аквариум. Да, вот здесь видно. Вот здесь не срезанный, а здесь срезанный. Только с лицевой стороны. 5 миллиметров, да? Да, ну это для экономии территории, будем так говорить. Вот здесь не срезанный, вот здесь срезанный и здесь срезанный. Все это, ребят, покрыто краской, просто обычной, самой дешевой краской покрашено все. Сзади USB. USB. USB вот это вот, 8-ка, 60-ка, там, не помню уже.
Но она, видите, не вздулась, ничего с ней не а у меня произошло. аквариума ничего не течет нигде. Влажности тут нету. Видите, все четко. Ни стеллаж ржавчины никакой не дает. Нет, это уже сколько Не лет покрашено плита. и не перекрашивал. Что Единственное, да. единственное, на вот этих вот плитах, это я постелил, это не водонепроницаемо. Это со старых шифонеров дверки. Вот, под аквариуму. Вот это металл, вот это дерево прикрученное на него, плита. И Потом вот единственное, что где при мойке попадает влага, начинает чуть-чуть по уголкам отставать. Все, вот это вот единственное. Это когда, косяк, да? когда моешь аквариум, оно влага попадает, все равно не убираешь. Но вот это вот за сколько лет. Вот здесь вот, вот уголочек. И на верхнем аквариуме тоже. Здесь вот уголочек, вот. Чуть-чуть. Ну это Вот, если придираться. Да, вот уголочек. И вот на маленьком аквариуме спереди. Вот тоже потрескалось просто. Все. Вот это вот за много лет. Всего-навсего. Да. Ну вот, ребятки, посмотрите, черепашник. Я думаю, для тех, кто содержал черепашек, будет интересно узнать, потому Ну как тут мало места, будет другой аквариум больше. водичка, тут видите, прозрачная, все чистенько. Лампа. Что за лампа тут? Обычная лампа накаливания и вот этот отражатель, это для фотографов, там синее стекло такое стояло, не знаю, как-то в старину оно применялось. Ну то, что было под рукой, то я сделал. Ну естественно покрасил в черный цвет, потому что оно было серебристое. Посмотрите, красноухие, какие уматные. Тут две красноухие и две желтоухие. Вот это красноухая и вот это вот она красноухая. греется. А вот это две желтоухие, с желтыми ушами. Ну-ка, повернитесь. Это мальчик клеит всех девочек. Тут еще, ребятки, Виталий говорит, что яйца постоянно Вот, кладут. желтоухая, видишь? Да. И это желтоухая. В скором времени, когда они переедут, переселятся в другой аквариум, сделают условия, тут будет куча яиц, и будем выращивать черепашат маленьких. Ну, хочу попробовать. Делаю другой аквариум, который будет с отделом с песком, в котором они будут греться постоянно. Здесь они просто на островке, но островок тоже я сам делал, вот это все руками на силикон, на аквариумный выкладывал по одному кирпичику, делал. Не так, как другие, там зеленое что-то клеят или там вообще без ничего. У меня там камень приклеенный на аквариумном силиконе, полностью по островку, который заходит в воду. Вот такой же камень, как и на дне. Грунт, да? Пинцетом клеил. Часа два сидел, клеил. Заморочено, да. Обслуживается это все. Сансановский 702, по-моему. 702Б с ультрафиолетом. Но ультрафиолетом не пользуюсь. Не. Это обслуживает у меня со скаляриями. А этот обслуживает у меня Атман. ГФ 1500. Это скалярий у меня с ультрафиолетом обслуживает. Ультрафиолет работает? Да. А что у него было поломано? У него был сломанный ротор, разломанный пополам. Полезли сами и поломали. Из-за того, что лопнула ось. И не работала полностью электрика до лампы, и лампа была. Лампа сгорела и коротнула электрика на лампу ультрафиолетовую. Я купил лампу, подшаманил проводку, купил новый ротор, новые резинки все полностью поменял, все полностью поменял, поставил силиконовые. Там стоят с завода черные, а я поставил прозрачные силиконовые. Ну, они такие скользкие и дольше работают. А по поводу ультрафиолетовой лампы в таких фильтрах? Ну, это как личное мое мнение. Ну понятно, да, это ж мы свое как бы не мнение. особо. Я считаю, что ультрафиолет, если там кто-то заморачивается или ищет ультрафиолетовый фильтр с ультрафиолетовым стерилизатором, то это лишнее. Он годится, возможно, как мое мнение, только лишь для травников. И то он не выполняет свою функцию, так как выполняет отдельный ультрафиолет, который стоит отдельно, вне фильтра. Потому что в фильтре, ну, все равно это закрытая какая-то колба, и в этой колбе он убивает все. Зачем это надо? Он рассчитанный как вспомогательный, я так считаю. Он все равно не выполняет ту функцию, на которую люди надеются. И так как колба стоит первая перед Да, губками. она убивает все бактерии, которые входят в фильтр. Уже по фильтру бактерии убитые плавают. И плюс еще есть такой нюанс расстояния Да, между там колбой. очень между колбой большое расстояние, поэтому он нисколько. Там чем меньше расстояние между колбой и ультрафиолетовой лампой, тогда он эффективнее. Но в фильтре этого добиться невозможно.
И за счет того, что маленькое расстояние не сделали, эти фильтра лучше использовать для мелких рыб, потому что большие Крупные рыбы, они много гадят, и вот этой взвесью все и забивается этот ход, и фильтр стает менее производительным, со временем он забивается и перестает работать. То есть его надо чистить чаще. Тот, который стоит с ультрафиолетом на большую рыбу. Но это мое мнение. Я не утверждаю, что там изготовители думали, и что там пользуются этим другие люди. Но вы Нет. можете написать свое мнение. Я могу только сказать со своей стороны то, что на моей практике с моей рыбой. Может быть, с какой-то другой рыбой и нормально, но с моей рыбой это именно так. Я ставлю фильтр, поставил сюда только потому, что у меня немного в аквариуме рыбы и немного взвеси там. И все, только лишь с этого. А если много рыбы и много взвеси идет, я не советую его ставить. Теперь двигаемся дальше. Вот у нас самый нижний цихлитки поменьше. Принцессы. Но это моя рыбка, которая мне очень нравится. Юлики. Юлика убрал для того, чтобы разбавить чуть-чуть картинку. Потому что принцессы Бурунди развелись, у меня их было всего лишь 4 штуки. Все это мои рыбы. А какой объем этого аквариума? Литров, наверное, 80-70, где-то так. Тут поменьше грунт. Видно. Ну, это окатанный грунт, потому что они же его роют, потому я не захотел им крупный грунт. И плюс к тому, чтобы угловатый не был, чтобы не ранились рыбки. А что за камни сзади, в которых они прячутся? А это ж, я не знаю, как он толком называется, этот камень. Ну, говорят, что это как бы какой-то морской камень. Кто-то называет его там то дракон, то. Я не могу тебе сказать. Кто-то говорит скальный какой-то камень. Но он белый, он поднимает жесткость, потому что цихлидам нужна жесткость. И плюс в нем много дырок. Но это не ракушняк, как многие там ракушняк сунут. Ракушняк, я считаю, в аквариуме сунуть категорически нельзя, потому что при взаимодействии с водой он просто распыляется фильтрами и распадается. А этот камень жесткий. Я не знаю, как он правильно называется, но он сам белый, это он наброс растениями. Ну, мне так нравится, потому что больше природный. Кто в курсе, можете также нас дополнить, написать, как он называется. Ребят, я тоже тут восхищен. Видите, удобно. Раз, раз. Все четенько, тоже 4 покровочных стеклышка. Вот видите, насколько заморочено, вот все в один уровень. Везде, вот, посмотрите, все. Видите, как прикольно. Пожалуйста, поднял, покормил. И нету вот этих солевых отложений, нету вот этой грязи, и чтобы светильники... Вась, это я такой еле-еле тошнотик, у меня стекла, они не ходят. Тут есть минимальный зазор, но это вот подвинулось заднее. А так у меня минимальный зазор, и оно никуда, они сидят все плотно, поэтому как бы и испарений нету, и солей нету. Но у нас еще вдобавок и вода неплохая в городе. Да, ребята, я сейчас не в Харькове, а в области. Поэтому тут немножко другая водичка. Но то, как сделано, меня вызывает только восторг. Вот все, насколько продумано, вот это щепетильно, все вырезано. Нигде ничего не царапается. Просто все. Долго к этому приходил? Да я бы не сказал, что я долго. Взял и сделал. Раз попробовал, второй раз попробовал, третий раз попробовал. Потом начал что-то сам придумывать. Ну вот эти вот упоры я делал сам. Мне надо обязательно на аквариуме делать распорку. Вот она. Вот передняя, которая дает жесткость. Вот с передней на заднюю стенку жесткость. Как мне закрепить эти стекла? Да. Если я положу так, да, оно будет вот некрасиво, оно будет течь. По аквариуму будут потеки идти, ну некрасиво. Конечно. Поэтому я вырезал пластину, которую приклеил к стяжке, и здесь приклеил снизу к стяжке. И поэтому у меня наложится в пазу. Все у меня эти у меня взаимозаменяемые. То есть тут не важно, куда я какую поставлю. Они все подходят, потому что размер абсолютно одинаковый. Увидели? Ну, я могу менять, крышки все одинаковые, потому что все это стоит четко посередине, и размер у них абсолютно одинаковый. Но фильтруется это все чем? Наружным сампом. И внутри стоит помпа, которая создает течение.
обычная помпа с крупнопористой губкой, которая ничего не собирает, просто чтобы туда не заплыл малек и рыбка. Вот там в углу она стоит. И она вот сюда вот здесь сбоку дует, потому что ну, цихлидам нужен, вот видишь, они любят, станут в потоке, на течении в потоке и стоят. А когда у меня был просто самп, он не создавал такого течения, вода более спокойная Им была. неинтересно, да? И им просто цихлидам я видел, что неинтересно, поэтому я туда еще поставил помпу, для того, чтобы создавать дополнительное течение. Сзади там аэрация, у меня в каждом аквариуме аэрация, ее просто не видно, она там камень сзади камней этих, вот там по шланочке. У меня вон общая система идет, вон она, идет по стоечке с самого верха и до самого низа через каждый аквариум система. Вы обратили внимание, да, ребят? Нету шлангов, как обычно там торчат, провода, все везде максимально спрятано. Вот обратите внимание, все везде. Я не знаю даже, как правильно это, скрупулезный, дотошный, как это правильно? Тошнотик. Тошнотик. Как Он жена сам к себе- иногда называет. Сам к себе пристает. Он вот это кабель, пока- чтобы его видно не было, я в черный покрас. Вот даже кабель, видите, и тот взял, покрасил, чтобы глаз не мозолил белый цвет. Все должно максимально быть эстетично, все красиво, чтобы ничего не было лишнего видно. И вот везде, где бы мы чего не коснулись, вот везде все так сделано. Маленькие уголочки вот вырезаны. Ну, казалось бы, кто будет этим заморачиваться, да? Нет, заморочился. Надо летний вариант, надо зимний вариант сделать. Ну, все вот эти полосочки снизу подклеены. Ну, вот представьте, да, вот человек берет все это, не жалея времени, сил, тратит. Ну это всё. свободное от работы время, там вечерами иногда, там, когда там не хочется. Если загорюсь, я могу и ночами сидеть. Я сам себе сова, поздно встаю, поздно ложусь. Я могу до утра до самого толком не ложиться, могу ковыряться. Я могу аквариумы за день склеить полностью, если мне закортит что-то. Мы вообще, ребят, планировали все это поснимать еще в прошлом году, да? Да. Но как бы то, что происходит, нас немножко откинуло, поэтому немножко отложили. И сейчас вот при первой же возможности мы решили не откладываться в долгий ящик, договорились, отбросили все дела, и я примчался поснимать такую красоту и столько полезностей. Там еще когда не было электричества, мы тоже там снимали, тоже покажу. Вы так смотрите, сейчас думаете, да ну как вот обслуживать вот тот верхний аквариум. Вы думаете, ну это как туда долезешь, как туда залезешь, как в этот можно залазить. Ну, смотрите, тут это тоже продумано. Вот, пожалуйста. Оп. Вот. Как вам? Ага. Все стекла вот. Даже место мне жена чуть-чуть освободила. Вот. Цветочки свои подвинула, чтобы я сюда стеклышки ставил. Вот стеклышки ставятся и обслуживаю аквариумы. Но у меня что-то еще одно. Что? Я понял, что ты меня снимаешь. Люди могут сказать, розеток сколько, а аквариумов сколько. Типа в чем подвох, да? Да, где же остальные розетки? Да. А Остальные- по-любому посчитают. А Я ты залазь знаю. наверх. Вот сейчас, ребята. Я даже, честно говоря, не знал об этом, ребят. За аквариумом. Ага, вот оно что, ребят. Но снаружи-то не видно, ребят. Этого не И видно. руками достать же, мне ж надо их выключать иногда, когда я мою каждый аквариум. Как он, а? Я Там думаю, подписано, вот это 2 фильтра, 2 розетки, вот это Да, к вот тебе, написано. а то свет. ну это только самый внимательный зритель мог посмотреть, посчитать, прикинуть. Я думаю, что не каждый смог. Как думаете, что здесь? Ну, конечно же, светильник, я понимаю, все грамотные, умные. Но из чего они сделаны, я думаю, немногие догадываются. Попозже покажем, на другом аквариуме. Да. Как это, стулочка, я Стул, не знаю, да. лесенка. Стул. Вот. Стул стремянка или Это как? тоже сам? Не-не-не, это покупной, это я покупал. Я мог бы и сам заморочиться его сделать. Ну, это- было проще купить, да? Да, мне надо было проще его Смотрите. купить и все. Бамс. Как обычный стул и стремянка. Все. Как раз на ту высоту, на которую мне надо поднимать. Для меня это вполне хватает. Круть. Тут у нас... Давай аквариум тут закрою. Да. Креветосы. Макробрахуме. Они тут уже и размножаются. Да.
Кстати, Дима, потомство. с пятихаток, привет, это твои. Были, у тебя покупал. Были, уже все. Уже здесь они. Тут обслуживается только внутренний. Внутренний фильтр, да, один. Какой тут объем? Тут объем, по-моему, 32 литра. Тоже самодельный. Да, все мое. Именно специально делал под размер, чтобы и по высоте были одинаковые полностью. Сюда я и тогда делал, что фильтр я сюда не поставлю на одном уровне с аквариумом. Поэтому я сделал такое место. Фильтр у меня аквариум вот, фильтр ниже на полочку. Я также как ступеньками. А сюда, ну, фильтр наружный я не поставлю. Его будет видно. Куда? Прилепить или наверх поставить? Нет. Поэтому Эстетично, да? здесь у меня стоит Кто там? акварель турбо Акварель. 500, флейта акварелевская, ну и шлангочка, гофрочка с электрокабеля, чтобы проводить вот, электричество. вот я хотел спросить, да, про нее. И не обогреватель акварелевский. Нет, Деннерля обогреватель пластиковый, 25 ватт. Он загнут без Да, да, угла. да, его видно. Даже надпись видно. Тут другой уже грунт, да? Да, камень тот же, коряга, виноград. Любишь флейты, да? вот Да, я люблю только ряд, флейты. Я не на люблю. поверхности. Да, потому что оно обогащает и топливом, и нету пленки сверху, и хорошо все везде продувает. Я люблю только флейты. И у меня нету ни в одном аквариуме, у меня везде флейты стоят. Ну, мне это нравится. Ребят, я не помню, мы проговаривали или нет, но из-за вот этой пленочки, вот то, что сверху наклеено, видите, не видно вот уровня воды, то есть как картинка И ребер смотрится. жесткости, которые... Да, и ребер жесткости. Ну, их здесь нету. Здесь крышечка вот маленькая для кормления. Снимается и все. Ребра здесь нету. Два ребра сбоку для того, Большом. чтобы... И Тоже нет, тут не видно. есть здесь одно ребро и здесь, чтобы крышечку куда ложить, и все. А так она не нужна. Видите, что вы не видите, да? Нету их. Вот снизу смотрю, Сверху только показываю. можно снять. Все. Их видно А так только вот сверху. картинка. Нету уровня воды, нету ребер жесткости. вот Ну, этих даже если там и стяжек. будет у других, на другой воде или по-другому, там, если будут солевые отложения, то их из-за этой кусочка пленки видно не будет. Но мне не нравится, когда просто стяжка, наклеена стяжка или распорка, ее видно. Мне это не нравится. Я делаю именно так. Может, кому кто-то не любит. с этими Раздражает, да? лентами. Да, ну, мне оно считается обычный аквариум как незаконченный.